Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Акигай. Сегодня у нас будет теоретическое видео, мы с вами продолжим разбирать тему односвечных паттернов. В прошлом видео мы разбирали длинные тела свечей, а в этом видео мы разберем длинные тени свечей, что гораздо важнее. Плюс ко всему, хочу сразу напомнить, что у меня есть плейлист «Торговля в режиме реального времени». Вы его можете найти на моем канале. Это для тех, кто напишет «Нафиг мне твоя история». И хочу сказать, что историю анализировать очень-очень важно, потому что весь анализ строится именно на истории. Итак, давайте начнем. Какие свечи мы сегодня будем разбирать? Опять же, одна свеча, которая может нам о многом сказать. Это свеча с огромной тенью и с маленьким телом. Она может быть вот такой вот. И обратной, вот такой вот. Данную свечу я называю молот. Но в действительности молотом называется только одна формация и только при одних условиях. Это вот формация при нисходящем тренде. Это называется молот. Это называется падающая звезда. И обратные условия мы потом разберем. Все это я называю молотом, поскольку так намного легче это воспринимать и объяснять. Эта свеча просто похожа на молот. Одна и та же свеча при разных условиях может дать абсолютно разный сигнал. Сейчас мы это разберем. Итак, при нисходящем тренде, только при нисходящем тренде, на развороте может возникнуть данная свеча с огромной тенью снизу, которая указывает, естественно, на повышение. О чем нам говорит сама тень? О том, что цена здесь открылась, сходила вниз, отскочила от какого-либо уровня поддержки, или же произошел ложный пробой, потом цену резко вытолкнули в течение всей одной сессии, и на месте движения цены образовалась эта тень. И по этому движению можно сказать, что свеча имеет бычий характер, поскольку цену толкают на повышение, следовательно, вероятнее всего, цена пойдет именно на повышение после такой свечи. А сама тень указывает на силу покупателей, на то, что цена очень-очень сильно хочет пойти на повышение. И чем длиннее тень, тем увереннее сигнал. Обратная же формация работает только при восходящем тренде. Идет у нас восходящий тренд, образуется такая же свеча, только с огромной тенью сверху. И она уже указывает на силу продавцов. То есть цену толкают резко на понижение. И, естественно, эта свеча имеет медвежий характер. Есть еще одна формация при восходящем тренде. Только теперь уже образуется свеча с длинной тенью снизу. И при этом эта свеча на восходящем тренде будет иметь также медвежий характер, но при некоторых условиях. Давайте мы все рассмотрим на примерах. Напоминаю, что в какой-либо консолидации или если нет уверенного движения, то эти свечи с длинными тенями работать не будут. Если у нас идет коридор, и свеча образуется где-нибудь посерединке, она ничего нам не скажет. Плюс ко всему, естественно, все свечные паттерны, напоминаю, работают строго от уровней поддержки и сопротивления. Смотрите, хороший пример данного паттерна. Шел у нас уверенный восходящий тренд, это у нас дневной таймфрейм. Несколько дней шел восходящий тренд, даже больше, чем несколько дней, судя по минимумам. И на конце образовалась эта свечная формация, которая указала на разворот тренда. Обратите внимание, что движение вверх было очень уверенным. И только после уверенного движения эта свеча дала достаточно сильный сигнал, чтобы зайти на понижение. Смотрите, проведу трендовую линию через 2 минимума. И цена дошла ровно до уровня поддержки. Потом уже перешла в консолидацию. Напоминаю, что цене нужно место, чтобы куда-то пойти. Поэтому стройте уровни и примерно представляйте, куда цена должна дойти. Цена движется у нас от уровня к уровню. И смотрите, хороший пример, да, о чем я и говорил. У нас в коридоре образовались такие же свечи, куча таких же свечей. Например, вот. И в принципе все. Но они в данном коридоре ничего не значат. Только после уверенного движения. Плюс ко всему хочу также отметить, что свечи не могут быть все время идеальными. Может возникнуть вот такая вот свечная формация с небольшой тенью сверху. Это также считается за такой же сигнал. Но, естественно, чуть-чуть послабже. Идеальные примеры найти трудно, особенно в реальной торговле, поэтому имейте это в виду. Итак, смотрим еще один пример, давайте немножко приближу. Смотрите, здесь образовалась свеча уже обратная, с огромной тенью снизу.
Но мы видим, что никакого уверенного движения до этой свечи нет. Нам нужно конкретное целенаправленное движение, и только после этого мы можем рассматривать эту свечную формацию, которая дает очень сильный сигнал, но только при хороших условиях. И еще одно свойство. Цвет свечи смотреть не обязательно. Эта свеча с любым цветом на теле будет указывать на одни и те же условия, на один и тот же сигнал. Смотреть нужно именно на размер тела и тени и на предшествующий тренд. Предыдущее движение цены. Теперь рассмотрим еще один пример. Смотрите, шел у нас тренд на понижение, достаточно уверенное движение, и на конце образовался вот такой вот паттерн. При движении вверх, при повышении, мы только что рассмотрели, вот мы рассмотрели этот паттерн, при движении вверх уверенным он указывал нам на понижение, но при движении вниз та же самая свеча с той же тенью сверху указывает уже нам на повышение. То есть при разных условиях одна и та же свеча указывает на абсолютно разный сигнал. Но для такой формации при движении на понижение нужно подтверждение. Подтверждение в виде закрытия выше тела свечи. Идет у нас, еще раз, давайте все подробно, да? Нисходящий тренд. Образуется данная свечная формация. И нам нужно закрытие следующей свечи выше тела. И тогда уже можно рассматривать движение вверх. Что у нас произошло на данном месте? Образовался паттерн. После него сразу же тот же самый паттерн. То есть пока что состояние неопределенности. Потом мы видим свечу подтверждения зеленую после данных паттернов, которая закрывается выше тел обоих свечей. И после этого пошло уверенное восходящее движение. Итак, нам нужны хорошие условия и подтверждение. Давайте продолжим рассматривать движение цены дальнейшее. Теперь та же самая свеча, которая указывает нам на повышение, в данных условиях будет указывать нам на понижение. Естественно, при подтверждении. После данной свечи образовался доджи. Доджи — это неопределенная свеча, мы помним, это ни о чем нам не говорит. Потом цена у нас устремилась вверх, поскольку никакого подтверждения не было. Далее цена немножко побилась об уровень. Пошло постепенное понижение максимумов. Мы видим также вот эти вот свечные формации, которые мало о чем нам говорят, поскольку уверенного движения не было. Но они намекают на разворот. Только намекают. Итак, к чему я веду с этими всеми подробными объяснениями? Одни и те же свечи, при разных условиях, при разных движениях цены дают противоположные сигналы. Где-то увереннее, а где-то нет. Я хочу, чтобы вы запомнили, что для всех свечей нужны подтверждения, что для всех паттернов нужны условия. Давайте еще раз повторим то, что мы закрепили. На этот раз коротко. При уверенном нисходящем движении свеча с огромной тенью снизу будет указывать на повышение. Сигнал достаточно уверенный, если возник именно после сильного движения. Далее. Свеча с огромной тенью сверху при нисходящем тренде будет также указывать на повышение, но только после подтверждения в виде закрытия выше тела. А желательно, чтобы свеча дошла до максимума. После этого уже можно сказать, что это уверенный разворот тренда. Теперь при восходящем тренде свеча с огромной тенью сверху будет указывать на вероятное понижение, на вероятный разворот тренда. Теперь обратная свеча уже с огромной тенью снизу, но при уверенном движении вверх также может указывать на разворот тренда, но при подтверждении. Обязательно при подтверждении. Итак, все основные варианты отработки данной свечной формации мы разобрали. Теперь же рассмотрим, как его все-таки можно отработать в консолидации. Сами по себе они ничего не значат, но при определенных условиях они могут нам кое-что сказать. Конечно, этого будет недостаточно, не очень много, но все-таки можно это использовать. Итак, у нас шел восходящий тренд. На его конце образовалась консолидация, коридор. В этом коридоре образовались примерно вот такие вот движения. Цена шла, и потом начали понижаться максимумы. Образуется у нас нисходящий треугольник, что указывает на возможное пробитие вниз. И если у нас на образование нисходящего треугольника начали образовываться данные свечные формации с тенями сверху, то можно предположить, что сил здесь много у медведей, и вероятнее всего нисходящий треугольник пробьется именно вниз. Та же самая схема работает и в обратном направлении. У нас теперь образуется восходящий треугольник, что указывает на возможные пробои вверх.
Плюс ко всему есть подтверждение, что цена пойдет у нас по тренду, поскольку тренд восходящий. И на конце начали образовываться свечи с большими тенями снизу, что указывает на возможный пробой, на вероятный пробой восходящего треугольника именно вверх. Большие тени говорят о силе покупателей или продавцов. И это еще не все, можно еще кое-как отработать движение в консолидации. Смотрите, допустим, у нас шел восходящий или нисходящий тренд, цена вошла опять же в консолидацию, и в консолидации образовалась вот такая вот формация, здесь у нас тело, а тень находится сверху. То есть произошел ложный пробой. И на ложном пробое данная свеча будет означать достаточно сильный сигнал на понижение. Плюс ко всему не только на понижение до уровня поддержки, но и на пробой самого уровня поддержки. Поскольку, по моим наблюдениям, после ложного пробоя в консолидации в одну сторону происходит истинный пробой уже в другую сторону. Но прошу заметить, что ложный пробой в консолидации будет работать лучше, если он образует противоположный сигнал от самого тренда. То есть идет у нас здесь восходящий тренд, сигнал образуется на понижение, это сильный сигнал. Если же у нас будет ложный пробой вот здесь вот, то это вполне адекватное движение, и это будет не очень хороший сигнал, чтобы сходить на повышение. Я бы сказал, что он будет хорошим, но не настолько уверенным, как предыдущий. Вот у нас пример ложного пробоя. Смотрите, здесь у нас была консолидация. Произошел ложный пробой, то есть цена немного проткнула уровень поддержки. Образовалась данная свечная формация, не очень идеальная. И после этого пробоя произошел истинный пробой в другую сторону. И цена направилась на повышение. Смотрите, еще один не очень идеальный пример. Был у нас коридор после восходящего тренда. Потом цена проткнула тенью уровень сопротивления. Надеюсь, вам видно. И после этого произошел истинный пробой в противоположную сторону консолидации и уверенное нисходящее движение. Итак, друзья, разобрали мы кучу полезных свойств теней. Естественно, это далеко-далеко не все. Если разобраться, то тени в потенциале дадут намного больше информации, чем тела свечей. Но с ними сложнее. Смотрите, на евро-долларе, кстати, буквально недавно образовался тоже хороший пример. Консолидация, прокол уровня сопротивления, понижение максимумов с тенями сверху. Прямо все примеры в одном месте. И пробой трендового уровня поддержки. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Пишите комментарии в поддержку. Я стараюсь для вас каждый день. Стараюсь каждый день нести для вас какую-либо пользу. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Подписывайтесь на канал в Телеграме. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.